Я могу вам послужить, прежде чем меня увезут. Stay. Well, you have to fight with the Abkhazians. Вам придется сражаться с абхазцами. But any question or any subject, any point, anything that you... Может, у кого-то есть вопрос или тема, или что угодно, And from о others, которой мы хотим поговорить. because we'll give you all a chance. Может, у кого-то другого есть. У вас уже был шанс, может быть, дадим его еще кому-нибудь. Yes. I'm saying yes like this. Like when in India, you ask a question and they say no. В Индии, когда ты задаешь вопрос, ты говоришь нет, да. India like transcendental, где да, это нет, а нет, это да. So I'm saying yes. So you can work out whichever way you want. Yes, please tell me. У меня такой вопрос. Какова природа критики? Из-за чего может возникать критика? Это из-за того, что ты неправильно читаешь Махамантру? Либо это твоя внутренняя составляющая, часть тебя? Просто иногда смотришь и думаешь... Это из-за неправильного воспевания. What is the nature of criticism? Yes, because, потому что когда, допустим, бывает ситуация, то что ты общаешься часто много с преданными, и в какой-то момент ты либо устаешь, либо что-то, и вдруг чувствуешь, что кто-то вне тебя критикует, и думаешь, ой, ты что делаешь? Ну, как бы, или ум, или кто-то, ощущение, что кто-то критикует просто, не ты, как бы, это часть моей природы, или ум, или кто это, потому что просто я понимаю, что, как бы, просто ощущение, что это кто-то другой. Okay, but we know that we are given a direction that we need to control the mind with the intelligence. Нам следует помнить о том, что нам дают наставления, о том, что следует контролировать свой ум посредством разума. The tendency to criticize, Тенденция критиковать, the tendency for greed, тенденцию критиковать, тенденцию к жадности, lust, похоти, anger, злости. these are listed everywhere, repeatedly. Эти списки перечисляются всюду. These things arise, it is the animal mentality inside of us. Эти вещи возникают у нас из-за животной природы, которая в нас. And we want to control all of these. И мы хотели бы все это контролировать. And so when we see lust is coming, we control lust with the mind. Когда мы видим, что, например, похоть возникает, мы контролируем эту похоть умом. Anger, then again we got to control. It's coming, okay, I know I have to control it. There's one of the, in the other world, you can say, to be an angry person sometimes is given some honor. Oh, you know, the boss at work, angry person. And he's happy, yes, I'm an angry person. You do what I say. But not for the devotee. We see it coming, we control it. Когда у нас возникает злость, мы также стараемся приложить все усилия, чтобы контролировать. Это не как во внешнем мире, что человек может гордиться тем, что он злой, что он подавляет других личностей. У преданных не должно возникать таких чувств. Появляется злость, мы должны приложить все усилия, чтобы их контролировать. And the tendency to criticize others И также и тенденцию критиковать других. is one of the list of things, but the tendency to criticize others is the important one. Just there are very few things written by Gurudev. Do not criticize anybody, Gurudev written. Среди этих немногих наставлений, которые Гурудев написал своей рукой, одно из них – это никого не критиковать. But we know it is in the nature of all of our school friends and us at school and teenager and grown-up. Но мы также знаем, что это часть природы наших одноклассников, наших друзей-подростков, и по мере того, как мы растем, эти тенденции никуда не уходят, в нас самих в том числе. Look at the newspapers, don't look at the newspapers, don't look at the television.
But if you see the newspapers, the television, Не читайте газеты, не смотрите телевизор, но если вдруг вы соприкоснетесь с ними, то вы обнаружите именно такие тенденции. and most of you, I'm happy that I was not brought up with television, but most of us in the world are brought up with television and brought up with all this media. And what naturally that's forming our nature as we grow up. Я очень рад, что мне повезло толком не взаимодействовать ни с телевидением, ни с какими-то другими источниками массовой информации, но большинство из нас так или иначе подвержены этому. Looking for the whole instead of seeing, oh, how beautiful is the temple, instead looking for the whole, like the ant is looking to see where he can go in to find Вместо some. того, чтобы, например, любоваться красотой храма, мы начинаем искать какую-то дыру, как муравей, чтобы в нее проползти. So it's one of these things that we need to control our mind and notice it coming and then catch it and say, no, I have to look. Somebody I'm feeling some criticism about, catch it and find instead something to praise about that person. Мы должны это контролировать. Каким образом мы это делаем? Когда это возникает, мы стараемся это отметить и сначала не критиковать, после чего нужно постараться найти что-то хорошее в этой личности и постараться ее прославить. So it is a tendency, our animal side, that, oh, everything is all right with me, even driving a car. Эта тенденция у нас сильна, например, даже когда мы ведем машину. There's the expression, anyone who drives faster than me, they're reckless. Anybody who drives slower than me, they're not paying attention, they're just dawdling. I'm going the right speed. Да, например, когда мы ведем машину, те, кто нас обгоняют, они сумасшедшие, а те, кто едет медленно, они мешают мне на пути. Только я еду на правильной скорости, а все остальные едут на неправильной скорости. It goes through many things in our life, that tendency. И эта тенденция прослеживается сквозь всю нашу жизнь, во всех аспектах. So we want to try to catch that at all points. Поэтому мы должны стараться во всех ситуациях стараться поймать себя на этом. And Rupa Goswami is giving in his Upadeshamrita that the ideal person who will we try to follow, who is exemplary, that person who has no tendency to criticize others. И Рупа Госвами говорит, что та личность, за которой мы должны следовать, один из критериев этой личности, что у этой личности абсолютно отсутствует тенденция критиковать кого-либо. But again, that's not, oh, we look for somebody who has no tendency to criticize others. That's one of the list. And the topmost of the list is they will be seeing Krishna and everything in related with Krishna 24 hours a day. И это не то, что мы ищем только ту личность, которая никого не критикует, и начинаем следовать за ней. Нет, это просто один из критериев в этом списке. Но самый главный список среди этих критериев – это что эта личность будет видеть все в связи с Кришной. But it's one of these things we have to practice to eliminate. And the more we are successful, the more we will be successful. Like you overcome, like today we are walking, you overcome one hill, another hill, and after a while, oh, it's only a hill, I'll walk over it. И мы должны стараться освещать эти вещи, то есть они должны оставаться в темноте. И также чем больше мы будем стараться, тем больше у нас будет получаться. То есть мы будем преодолевать. Например, сегодня мы ходили в горы, и поначалу, может быть, было сложно, но со временем мы уже смотрели на очередной холм и думали, это всего лишь холм, сейчас мы его быстренько. So the more we are successful, we'll have a cumulative effect. Чем более мы будем успешны в том, чтобы контролировать себя в этих аспектах, тем больше это будет нарастать, то есть это будет иметь аккумулятивный эффект, да? Накопительный эффект. But in this world we are very light, we are very lagu, we are very influenced by others, by what we hear, what we see, the advertisements in the street, even when you don't try to see them. They're shouting at you. В этом мире мы очень благи, да, то есть мы легко подвергаемся влиянию других, потому что все вокруг кричит, и мы как бы находимся под влиянием, это очень легко нас сбить с толку. We know one of the things we should try to cancel out is envy. We want to be non-envious. That's one of the prerequisites of reading Srimad Bhagavatam. Один из критериев, то есть одно из свойств, которым мы должны обладать, прежде чем читать Шримад Бхагаватам, это отсутствие зависти. Мы не должны никому завидовать совершенно. Yet in India, one of the electronics company
the main focus was be the envy of all of your friends. Но одно из реклам одной индийской, да, слоган телевизионной компании был будь завидуй всем своим друзьям. Я что-то неправильно. Like this. I mean, again, it's a strange thing, but they are showing, oh, envy, yes, it's very good, you make envy, you know. Это странная вещь, но так или иначе телевизионная компания использовала это в своем слогане и призывала к тому, чтобы завидовать. Anyway, we are very light, we are very influenced by everything around us. The world is looking for the holes. You get like a perfect movie star or a perfect whatever it may be, practically, but there's one flaw. There's something happened sometime in the past, then all the newspapers, they find it and they want to say, oh, this ugly thing happened. You know, 98% very good person, 2% something was wrong, that 2% they're very happy to find and expose, they criticize, tendency to criticize. And then everyone thinks, oh great, I got a good story, I'm going to make $10,000 with this story. Да, и мы, так как мы очень легко подвержены всяческого рода новостям и всего прочего, если мы посмотрим на заголовки газет или новостей, то увидим, что 98% информации она носит негативный характер, потому что на этой негативных историях можно очень легко сделать $10,000. То есть никто не пишет о хорошем. And those stories are attractive to the public. И эти истории негативные, они очень привлекательны для публики, That's why they are searching for them and publishing. They sell more magazines, they sell Поэтому more журналисты newspapers. ищут эти истории для того, чтобы продать как можно больше газет, журналов и историй. But we want to be on the safe side. We want to catch all of these negative things when they come in their like seed form. But when they grow a little bit, when we see them coming like the weeds, we want to pull them out at the root and oust them. Но так как мы хотим оставаться в безопасности, когда мы замечаем эти тенденции в себе еще в зачаточной форме, в семени, когда семя это начинает немножко вырастать, то мы должны сразу же вырывать его как сорняк. And when we have fertile soil, when we've planted the seed of a plant that we want, like a mango tree or something, when that's growing and you're putting the water, everything, then it's fertile soil. So naturally, some weeds will grow there. But you want your plant to grow. So the gardener takes out those weeds. And in Chaitanya Charitamrita gives this example. So naturally, we need to be careful to take out the weeds, not just to keep putting fertilizer and water and watch everything grow in the pot. Otherwise, it can strangle the plant that we want. Читание Чаритамрита приводит этот пример о том, что если у нас есть почва уже удобренная, и мы хотим вырастить какое-то конкретное растение там, то по мере того, как оно начнет расти, так как эта почва благоприятная и удобрена различными там, водой, всякими удобрениями, то, естественно, сорняки тоже будут вырастать. Но для того, чтобы это растение благополучно выросло, нам нужно вырвать все сорняки. So it is, your question is a good reminder to everyone. We always want to be careful about these very negative things. Weed our garden. И твой вопрос – это очень хорошее напоминание для всех, потому что мы должны помнить о том, что нам нужно полоть свой сад собственного ума, то есть вырывать оттуда сорняки. We receive the Bhakti-Lata Bij. Bij means seed. And the Bhakti-Lata, by watering, it grows. Bhakti-Lata means a creeper. But then that becomes strong, and as it becomes mature, it bears fruits and it will be strong and firm. You don't have to worry about the other. Поэтому семя, которое у нас посадил гуру, Бхакти-Лата Бич, Бич значит семя, Бхакти-Лата значит крипа, то есть милость. И по мере того, как это растение преданности будет расти, нам нужно следить за сорняками и их выдирать по мере поступления. So we need to be careful to be good gardeners of our consciousness from our mind. Мы должны быть хорошими садовниками своего собственного сознания и ума. We had a devotee a long time ago. Долгое время назад у нас был один преданный, And anyway, he did boxing. и
он занимался боксом. We have different boxing devotees. There's the one in Ukraine also, but Да, not him. на Украине тоже есть один боксер преданный, но речь не о нем идет. This was many years ago. Много-много лет назад. And so whenever he wants to get anything out of his system, he just goes to the boxing ring. И каждый раз, когда его система выходила из строя, он хотел выйти из себя, он сразу отправлялся в зал и начинал заниматься боксом. Now I'm not recommending you take up boxing. Но я не рекомендую вам заниматься боксом, But don't take any of these things out on the devotees. It is something in us. Так или иначе, прилагайте максимум усилий, чтобы не выливать все эти чувства на преданных. And not to blame the environment. Старайтесь We не are the обвинять. cause of our environment. Старайтесь не обвинять окружение, потому что мы являемся причиной нашего окружения. If there wasn't something wrong in us, we would not be in the environment we are in. Если бы в нас не было, если бы у нас не было этих негативных тенденций, тогда мы бы не находились в этом окружении. И раз мы это видим, значит у нас это находится, присутствует. So this very strongly Guru Maharaj's directive to everybody. See that the environment is friendly. It's all running by Krishna, and Krishna is our greatest well-wisher and friend. И это очень сильное заявление, очень часто об этом говорил Гуру Махарадж. Мы должны относиться к окружению дружественно. Мы должны понимать, что за всем стоит Господь, и что Кришна наш самый лучший друг. So if we find we're in a situation with people who are full of bad habits or something, we have to think, oh, it's a lesson to me. There's some lesson. What is the lesson for me in all this? Допустим, если мы встречаемся с людьми, в которых замечаем большое количество каких-то плохих привычек, в первую очередь мы должны спросить себя, в чем здесь урок для меня, чему я могу научиться в этой ситуации. And not to criticize their bad habit. И не стоит критиковать их плохие I've been привычки. put beside that person for a reason. Then I have to take some positive lesson from this. Я оказался перед этим человеком не просто так. Я должен вынести какой-то позитивный, положительный урок из этого взаимодействия. And as we cross over into the positive mood in all circumstances, then Guru Maharaj says very quickly we will be freed from the adversities of this world. И по мере того, как мы настроимся на вот это позитивное мышление и начнем видеть, что все вокруг нас дружественно, то все эти беспокойства очень быстро уйдут. And if we kill the mosquito, А если мы убиваем комаров, then Что? Комар меня все равно должен жить. he came to eat you. он прилетел, чтобы тебя съесть. You are not generous, you don't like to give a little blood for the Ты mosquito. недостаточно щедрый, тебе не хочется немножко поделиться кровью с комаром. Oh! Всего немножко крови. Я когда ночью спать, мне не мешает. In Navadip office, back in the 80s, in the office we had no fan. And you know, especially then, so it was very undergrown, there's a lot of trees, undergrowth, everything, many mosquitoes. И в 80-х, когда мы работали в офисе в Навадвипе, там совершали служение, у нас не было ни вентилятора, ничего, но там было много растительности, а соответственно было очень много комаров. And there would be swarms of mosquitoes, not one, there'd be like a cloud of mosquitoes buzzing. Были целые ульи, целые облака комаров, которые прилетали как тучи. But I made an agreement with them. Но я с ними договорился. I told I won't harm you, but please leave me in peace to do my seva. Я им сказал, я вас трогать не буду, но и вы мне, пожалуйста, не мешайте делать мою севу. And they were actually very good friends in one way. И они на самом деле были очень хорошими друзьями в каком-то смысле. Because if people came in the office and they were serious, they had some service, they left them alone. But if they're coming just to talk anything, but not, then they go, oh, I can't stay in this office all this. So, okay. Потому что, когда какие-то люди приходили, если у них были какие-то серьезные дела ко мне, то они не обращали внимания на комаров, а быстро что-то делали. Но если они просто приходили поболтать,
то они сразу начинали обращать внимание на комаров, такие, ой, не могу больше здесь оставаться, они все время меня кусают. So we have to adjust to our environment, not get out AK-47 and try to shoot our environment. Поэтому нам нужно приспособиться к своему окружению, а не вместо этого взять автомат Калашникова и всех перестрелять. Когда еще приедете, Махарадж? Давай, наливай. So the next question is, when will you come to Sochi next time? I'm here now. Я здесь прямо сейчас. Utilize me while I'm here. Постарайся задействовать меня сейчас в служении. We always want to live in the present, and actually being here, we don't feel like we've been away, except everything is so neat and it's so nicely arranged now. Обычно, когда куда-то приезжаешь, нет ощущения, что ты уезжал. Такое ощущение, как будто ты все время был здесь, за исключением того, что здесь немножко и все изменилось и преобразилось. Really, and since I was here last, very nicely many things have taken shape and become very presentable. С прошлого раза, как я здесь был в прошлый раз, здесь очень многое изменилось в хорошую сторону. While it's in my mind, I should mention one thing I recommend, to have a fire extinguisher somewhere, because you have a completely wooden house. We have. You have? Yes. Okay. And Yeah. I think we buy two more. We have one. Okay, it's just the Lord helps those who help themselves. And Все переведу для всех. we've seen wooden houses on fire, and it's good to be able to prevent them. Пока я об этом помню, я хотел бы вас попросить о том, чтобы вы приобрели больше огнетушителей, потому что у вас абсолютно деревянное помещение, и как бы Господь помогает тем, кто сам заботится о себе. And Chanaka Pandit, so we refer to Chanaka Pandit, who our gurus they refer to also. He wasn't necessarily a devotee, but he was very clear about about the material good and bad, karma, how Чанака Пандит, to live in harmony in this world. на которого ссылаются наши учителя, он не был преданным, но он очень хорошо разбирался в мире кармы, так скажем, что такое хорошо, что такое плохо. And 3 things to cure quickly, not to delay. Give attention straight away. И 3 вещи, на которые следует обратить внимание сразу, не задерживаясь ни на секунду. One is fire. Первое – это огонь. You catch the fire, some electrical thing, something happens, you catch it immediately, okay, everything is fine. You leave it and later I'll do it. Если вдруг загорается какой-то электрический предмет, то нужно как можно быстрее сразу устранить огонь. Мы не можем как бы сидеть и ждать, пока огонь распространится. Another one is health. Второе – это здоровье. Look after health straight away. Сразу начинайте прямо сейчас заботиться о своем здоровье. And parents know with the children, they get a cut, immediately clean, put something on. Допустим, родители знают, что если ребенок порезался, то они не ждут долго, они сразу быстро обрабатывают раны и пластырь. And the third one is debt. To owe. Don't owe anything to anybody. Да, и третье – это долги, то есть не берите ни у кого взаймы. Now you're all going to have to sell your, give away your cars and houses. Потому что потом вам придется продавать свои дома, машины для того, чтобы разделаться с долгами. But if you can cure those 3 things, like immediately, any unexpected way debt comes, immediately get rid of that debt. Да, если с первыми 2 вы можете справиться, то в случае третьего, если у вас все-таки есть какой-то долг, то постарайтесь как можно быстрее от него освободиться. But the aim is not to get in debt, not to follow the advertising. Yes, or чтобы снова не попасть в эти долги, не вестись на рекламу и прочие заманухи. All these things, debt, fire, and bad health. No one's trying to get bad health, but if for some reason something will come, attend immediately. If for some reason fire will come, attend immediately. If some reason debt comes, attend immediately. Поэтому эти 3 вещи – это долг, огонь и здоровье. То есть, допустим, если возникают какие-то проблемы со здоровьем, нужно решить их сразу. Если возникает какой-то резонный долг, то его нужно отдать как можно быстрее. Ну и точно так же с огнем.
Anyway, I just saw a lot of wood, and Я просто увидел Because- большое количество дерева. in Malaysia, the traditional houses, they're made of wood, Например, в Малайзии все традиционные дома строятся из дерева. but they don't necessarily have good electrical standards. And so a small electrical fire, the При whole этом у них house не very самые, quickly не самые лучшие стандарты в проводке, электропроводке, да. Поэтому любое малейшее возгорание может просто сжечь огонь, сжечь дом дотла. This is just a practical tip. Это просто практический совет. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. But we're always in one kind of debt or another. Но так или иначе мы все в долгу находимся. Even you see, we're sitting using electricity. Вот, например, мы сейчас пользуемся этим электричеством. But today we were in the national park with all the trees and the mountains, very beautiful. But you see where the electricity cables are coming? They've had to bulldoze down hundreds and thousands of trees. We are part of that also. И сегодня мы были в национальном парке, и мы могли увидеть там вот эти, как Махарадж назвал, Кали-Юга 3, да? То есть эти электрические линии. Для того, чтобы построить эту электрическую линию, пришлось там десятки тысяч деревьев положить. И мы с вами на самом деле являемся частью этой системы. So essentially we must be careful to try to utilize everything, including the electricity, including, as we know, the fruits and the flowers and everything else, but including things we take for granted like electricity. We need to utilize everything for savor. This is the trick. Поэтому мы должны пользоваться всем разумно. То есть и электричеством, и фрукты, и цветы. То есть мы должны относиться ко всему бережно. And when we live simply without wanting things, then our mind also will be peaceful. Когда мы живем очень простой жизнью, и у нас нет большого количества хочу это, хочу то, то наш ум, естественно, становится более мирным и спокойным. And anger is coming from unfulfilled desires. So I Потому want, but I'm что not злость getting. приходит от неудовлетворенных желаний. So all of these practical things, and we are all vegetarians, so that's a good start. Мы все вегетарианцы, и это очень хорошее начало. But so is anything, elephant. The elephant can be angry. Но так, не только мы вегетарианцы, и слон тоже вегетарианец. I know an elephant can be angry. Но я знаю, что слон может очень быть злым, может выйти из себя. But elephant also is not like us. Elephant is sometimes drinking liquor. Well, he in the cherry season, he's taking the cherries and the cherries ferment in his tummy. Elephant starts Но getting a little в то же время слон еще попивает ликер периодически. Я спросил, какой ликер? Он говорит, потому что когда происходит, когда сезон вишен, он съедает эти вишни, а вишни начинают ферментироваться в его желудке, бродить и становится алкогольным напитком. You don't want to be in the way of a drunk elephant. Поэтому я думаю, что вы не хотите встретить на своем пути пьяного слона. Anyway, we are not drinking, we are not taking the meat, we are not doing so many things which are very much a cause of people's anger, uncontrolled senses and everything in the world. Поэтому мы стараемся ограничивать себя, да, мы не употребляем алкоголь, не едим мясо, потому что очень часто это является причиной того, что люди выходят из себя и не способны контролировать свои чувства. So again, as we've been saying repeatedly over the last couple of days, we are trying to follow the process. И как мы уже последние дни постоянно говорили о том, что мы стараемся следовать процессу, который нам дали наши учителя. And if you want to be surrounded by perfect persons, then be perfect yourself, and Krishna will take you to the perfect man. Поэтому, если вы хотите быть в окружении идеальных людей, сами станьте этим идеальным человеком, и тогда вас Кришна быстренько к себе заберет. And sometimes we know, living in the temple, it's a bit of a shock coming out into the city because you realize, oh, all this is going on out here, and in the temple, you know, it's all another mood entirely. И очень часто, когда мы живем в храме, но при этом по
каким-то делам выбираемся в город, то мы просто ужасаемся от того, что мы видим. И тогда в сравнении с этим мы понимаем, что в храме совершенно другое настроение. Even about vegetarian, we're in Vrindavan like for several months at a time without leaving Vrindavan. Then we go to Delhi because we have some duty to do, the official things that we done. Go to Delhi and then you see they're frying eggs and eating meat in the shop. You think people, do they still do that? No, it's like, because Vrindavan, it's illegal to sell eggs, fish, meat, anything like that. Например, когда мы проводим несколько месяцев в Вриндаване, и нам приходится ехать в Дели по каким-то делам официальным, что-то с бумагами там сделать, мы просто удивляемся, что люди что до сих пор-то делают, жарят яйца, продают мясо, потому что во Вриндаване это просто нелегально, ты не можешь там этого делать. And it's almost, it's like that when you're living in the temple, that then you go out into the town, then it's like, oh, everyone's exploiting and cheating and doing this, that and the other. In the temple it's a completely different. Или, допустим, живя в храме, ты выходишь в город и понимаешь, что здесь все друг другом манипулируют, эксплуатируют, друг друга обманывают. В храме такого нет. So we want to try to keep ourselves in the temple consciousness. Поэтому мы должны стараться держать свое сознание в храмовом настроении. We want to be devotees. Мы хотим быть преданными. At least we have this ambition. Как минимум у нас есть такие амбиции. We read the example of so many devotees in Chaitanya Charitamrita especially. Мы читаем о самых разных примерах разных преданных в читании Чаритамриты. And we've lived and seen the example of our recent generation of pure devotees. And we see their example. Мы также видим и видели пример наших живущих преданных и тех, кто уже ушел, и мы можем следовать их примеру. And these qualities we read of, the good qualities, the Vaishnava qualities, we all appreciate. Yes, oh, it's good to have all these things. И когда мы читаем об этих чертах характера или свойствах, которые есть у Вайшнава, у нас нет никаких сомнений. Мы читаем о них и понимаем, да, это действительно очень хорошо иметь эти качества. So at the minimum we have an ideal, wherever we are, at least we're thinking, oh yes, that is the proper standard of life, that's the healthy standard of life. На каком бы уровне мы ни находились, как минимум у нас есть идеал, и мы понимаем, что да, это именно то, как должно быть. Это очень здоровый и очень правильный стандарт жизни. So we have an ideal, we have a goal, we have something to aim for, not just retire, watch the TV, get some disease and die. У нас есть определенный идеал, определенная цель, к которой мы стремимся. Мы не хотим просто выйти на пенсию, заболеть и потом умереть. A lot of people, that's the goal. Для многих людей это и является целью. To work to retire, just waiting until they can retire. Они работают просто для того, чтобы выйти на пенсию. Then after retiring, just, oh, the children, the grandchildren, the telly, oh, the telly. And then some pain, go to the doctor. Oh, sorry. Потом, когда они выходят на пенсию, то дети, внуки, заботы, и потом, какая-то болезнь возникает, и все, до свидания. Оставляют тело. Because the doctor can't make you live longer. Потому что доктор не может тебе помочь жить дольше. But Krishna can make you live forever. Но Кришна может помочь тебе жить вечно. We have the doctors. У нас есть врачи, у нас есть доктора. Hare Krishna. In a positive way, not a negative way. И это исключительно все в позитивном ключе, не в негативном. And try to meet good people, try to tell others what we know. Старайтесь также искать все-таки хороших людей и рассказывать им о том, что вам уже известно. In a way which is acceptable for your time, place and circumstance. В соответствии со своим временем, местом и обстоятельствами. Старайтесь делиться. Because we are not the only fallen soul. Потому что не только мы единственные падшие души. Whatever we appreciated when we came to the temple life, we should try to think of this and then share that with others, because for many of us, for myself too, it was like such a big change from everything that's told and taught outside, and so positive and so real.
Все, что мы сумели оценить на этом пути, мы обязательно этим должны поделиться с другими, потому что касается меня лично, когда я встретился с преданными, это кардинально изменило мою жизнь в очень позитивном ключе. So it is worth trying to control, give up our lust, greed, anger, hatred, envy, the various, a whole list of things which are there, fault-finding. Оно действительно стоит того обнаружения в себе этих тенденций, похоти, критики других, поиски недостатков в других людях и прочее. But responsible saver is our friend. This Guru Maharaj has told repeatedly too. Но Гуру Махарадж много раз повторял, что наш самый лучший друг – это ответственное служение. If we have some responsible duty that's taking all our like consciousness and our energy, all this, then all these other things, they just don't come into play. Because you've got your goal and you've got your fully engaged mentality and body. Если у вас есть ответственное служение, и вы полностью в него включаетесь своим телом и умом, то у вас просто не будет ни времени, ни возможности обращать на все это внимание. У вас есть цель, у вас есть ответственное служение, в котором вы находитесь в этом пути. The Lord's loving search for the lost servant. Любовный поиск потерянного слуги. But they expect us to try, not just to sit in the chair and wait for the lottery ticket to fall in through the. Но они ожидают от нас наших усилий и наших собственных попыток, а не то, что мы просто сидим в кресле и ждем, пока они нам протянут выигрышный лотерейный билет. We are expected to be proactive. От нас ожидается, что мы будем инициативны. Again, cultivation, culture. We are culturing, we are cultivating something. Как вчера мы уже говорили, мы культивируем. Наш путь – это культивирование. And the process has been given to us. И процесс нам уже дали. Путь нам уже предоставили. Hearing, chanting, слушание, воспевание, памятование, служение, все эти вещи. And Guru Maharaj and Gurudev and Srila Prabhupada have given us this opportunity by giving us the books, giving us so much recorded material, but giving us like this, some temples, ashrams, places of association. So we've got association and we can engage, do something with our energy nicely. Шрила Гуру Махарадж, Шрила Гурудев, Шрила Прабхупада, Бхакти-Йоги Махарадж, они предоставили нам множество инструментов и возможностей. Они дали нам свои книги, после них осталось множество аудиозаписей, которые мы можем слушать. По всему миру есть разные ашрамы и сообщества людей, к которым мы можем присоединиться. Поэтому все у нас уже есть. And there's a very small booklet, Есть called очень Home Comfort. Очень маленькая книга, небольшая, буклет, как она по-русски называется? By Guru Maharaj, Sri Rama. Домашний уют. Как называется? Мне кажется, я по-другому. Домашний уют. You can read that book again. All of you have read it, maybe. Может быть, вы ее уже читали, но если нет, обязательно с ней знакомьтесь. Мне все-таки кажется, что по-другому перевели, совсем по-другому. And I tell you what, I will read it again too. I'm asking you to read it again. I will read it again. Я не просто вас прошу еще раз ее прочитать, я сам еще раз к ней обращусь и прочитаю. And there is another very small booklet called The Original Source by Srila Govinda Maharaj. Very small. И также есть другая маленькая книга, написанная Шрила Говинда Махараджа, которая называется «Изначальный источник». Как она по-русски? It must be in Russian. Because sometimes when the publishing group Change the name. they change the name. Okay, it's a lecture. The first part is a lecture in Monterrey in Mexico by Gurudev. В этой книге самая первая глава – это лекция Гурудева в Монтеррей, Мексико. Do you know that? Anybody? What name? Кто-нибудь знает название? По-английски называется Original Source. In English, it's. Но наши издатели очень часто изменяют название, они не переводят как бы дословно. Anyway, it is a very small booklet. Every Очень небольшая книга. every time I read it, I think this is so small, but everything is in this little Каждый раз, book. когда я читаю, я думаю, совсем такая маленькая книга, но в ней уже все абсолютно есть, все, что нужно.
in English, this is the cover of the book. На английском вот так выглядит обложка. But the book is this size. Но книга вот такого размера. It's a small booklet. And you are sons of nectar. И первая глава называется «Вы дети нектара». It's a lecture given in Morelia, Mexico, Да, лекция дана в Морелии, в Мексике. by Govinda Maharaj. Говинда Махараджа. Anybody can identify this in Кто-нибудь может Русский? узнать, распознать эту книгу, как она по-русски? Maybe it's not translated. I don't never. Can you ask Pritu? Yeah, Please. Oh yes, Pritu. We're all in St. Petersburg. Everywhere we're going. Pritu. You ask him. Ask him with your thumb. Use your CD. Anyway, this original source. Why I'm mentioning this? This is a very small booklet by Govinda Maharaj, Srila Govinda Maharaj. But small, but so important. Почему я говорю об этой книге? Потому что эта книга, написанная Говинда Махараджа, она очень маленькая, но такая важная. And home comfort is very small, but very important by Srila Guru Maharaj. Home comfort Но также is very small, very important. домашний уют также очень маленькая, но при этом очень But that book необходимая и you важная do know, книга. don't you? Yeah. Но эту книгу вы все знаете. Очень круто лекция. And now, because I've asked you to read these books, I'm going to read them again too. Я не просто вас прошу ознакомиться с этими книгами или прочитать их, я сам это планирую сделать. And I've read them many times, but I haven't read actually recently. So Я их множество раз, конечно, читал, но что-то за последнее время ни разу к ним не обращался. And every time I read them, so it's not that we have to, as Gurudev said, read a Ganges full of scriptures. Гурудев никогда не говорил, что вам нужно прочитать, грубо говоря, огромный океан или дословно Гангу различных писаний. Like the Ganges is a big river flowing. Ганга очень большая и река. Pritu is saying we don't have it. Pritu says we don't have it. Yes. Original Wow. source. We He's the need. one responsible for the publishing. Well, my goodness. Pritu. Do you? Do you know the small book also called Life's Destination by Govinda Maharaj? The Destination of Life. Life's А Destination. есть у нас такая книга, которая называется «Предназначение жизни». Destination вообще это пункт назначения. Видимо, тоже Цель жизни. цель жизни, что-то вроде такого, да. Ну, we also All right. have a lot more of work to do. We need to translate it. Yes. So, any other question for me? Может быть, у кого-то еще есть вопрос? You have a Ganges full of У questions. тебя целая ганга вопросов. No problem. But let others ask. Mahaprabhu had a question. Please. Может, кто-то другой хочет спросить? Yes. Четвертое оскорбление совершать свои греховные поступки, надеясь получить свой суд Okay, so Если, предположим, это the question is about the fourth offense to the holy name, which is making sins, thinking that the holy name will It's the seventh offense. это седьмое оскорбление, will save you. Yes. Вопрос? да, вопрос, если, скажем, человек совершает греховные поступки, не надеясь на чистительную силу святого имени, а силу своей обусловленности, негативной обрезанной планеты, то есть если, предположим, он совершает грехи, поскольку не может But what if someone is making sins not in a mode that the holy name will save him, but just out of his ignorance and imperfectness, and maybe the influence of the planets or something else? Yes. Not
thinking that it will be negative. We are doing sin means everything that is not connected to Krishna, not for Что service. значит, That is actually sin. что значит грех? Грех — это когда мы делаем что-то, что не связано с Кришной. So we are trying to do everything for Krishna, but so many things come up which are not that. Мы стараемся делать все то, что связано, как-либо связано с Кришной. Но так или иначе мы просто стараемся это делать, у нас не всегда это получается. And so also there is nothing to do. You don't have to go and do what's called prayaschitta in whether it's Bengali or Sanskrit, I don't know. I think it's Bengali. The prayaschitta means to go to do some formality to try to get rid of the reaction for sin. Это естественно, что мы грешим, но при этом мы не должны идти и делать то, что называется на Бенгале, что означает какая-то процедура, посредством которой мы как бы можем очиститься от нежелательных последствий своих поступков. Но, да, типа как индульгенция, да, это называется. When it's happening by chance, just go on with your devotional life. Если это просто как бы случается по воле случая, то вы просто продолжаете практиковать свою жизнь преданного служения. You're driving your car, you run over the dog. It's not a very good thing to do, but you couldn't help it. It happens. But then you don't go off and hire a priest to do so many rituals to try to get free of that sin. Допустим, вы едете на машине и избиваете собаку. Конечно, это не очень классная вещь. Но после этого вы не едете в церковь и нанимаете там священника, чтобы он провел какие-то особые ритуалы для того, чтобы вас очистить от этого. You take shelter of your devotional service, the holy name. You continue your devotional. Вы принимаете прибежище в преданном служении, в воспевании святого имени и просто продолжаете практиковать. But Guru Maharaj points out that to deliberately sin, thinking afterwards I will do something like that prayaschitta to clear my sin, he said this is very offensive mentality and will give us our eternal position in samsara. Eternal hell, in fact. Но если мы грешим как в надежде на то, что Святое Имя нас спасет от этого, то Гуру Махарадж говорит, что если мы действительно так будем делать, то мы себе предоставим вечное место в круговороте самсары. But that is different from the fact that we have Но это немножко другое. sin is taking place and it's not intentional, not that we're doing something and then thinking, oh, deliberate, I'm going to do that, I'm going to then chant 16 rounds. Это не так, что мы грешим, а потом думаем, я сейчас 16 кругов прочитаю, и мне все отпустит. Но если мы так делаем, то... And that offense against the name and the Vaishnava offense, the offense to the Vaishnava, those two in different places are given emphasis as the most serious of the offenses. И два оскорбления, вот, вышеперечисленное, грешить в надеясь на спасение, и второе, это оскорбление Вайшнава, в разных местах выделяются как самые важные оскорбления, которые следует избегать. Это два самых страшных оскорбления. So we want to, again, be as careful as we can. Поэтому мы стараемся быть максимально деликатными и максимально осторожными настолько, насколько мы можем. So my question is connected to the previous one. Замена негативных мыслей Махамантрой – это оскорбление. So what if I replace my negative thoughts with Mahamantra? Is it offensive? Oh, replace them with the Mahamantra? Yes. Very good. Это очень хорошо. I've been practicing for many years. Я уже много лет такое практикую. Help us. We need to help each other to do this. Нам нужно помочь друг другу это делать. And we should try not to keep negative thoughts. When they come, let them go. В то же время мы должны научиться просто не держаться за негативные мысли. Если они приходят, постарайтесь как можно быстрее их отпустить. Не держите за них. You see, Gita Krishna says, who is equal to an enemy and a friend. Что в
Бхагавад-гите Кришна говорит о том, что и враг, и друг, они как бы одинаковые. Somebody is treating me badly, somebody is treating me with affection. We are not going to feel anything bad about those persons. То есть мы должны одинаково относиться как к врагам, так и к друзьям. То есть кто-то относится ко мне хорошо, окей, кто-то относится ко мне плохо, окей. They are doing that, we are not doing that. Они это делают, это же не мы делаем. And if we take aggression, we face aggression with aggression, again, we are continuing the aggression cycle. Если мы, допустим, отвечаем агрессией на агрессию, то мы просто продолжаем этот цикл агрессии, и она движется по кругу. Guru Maharaj mentioned about jiu-jitsu, which I'd never heard of. There's some kind of fighting where some kind of martial art, maybe from Japan, where you defeat the opponent not with your aggression, but with your getting out of the way kind of thing. And then they fall flat on their nose. То есть Гуру Махарадж рассказывал о джиу-джитсу, о котором я никогда прежде не слышал, но это такое японское боевое искусство, в котором вы не стараетесь победить своего оппонента собственной силой, а вы стараетесь как будто бы отойти в сторону, чтобы он шлепнулся носом об пол. То есть на вас проявляется агрессия, вы просто от нее уходите. And what was your question? Какой у тебя был вопрос? Как понять, что объект твоего служения удовлетворен? How can I understand that the object of my service is satisfied? That's what he asked. The object of my service is satisfied. Ask the person you are serving. Спроси у той личности, которой ты совершаешь служение. And then try and figure out if they're being polite or they're being truthful. А потом постарайся понять, они просто с тобой вежливые или на самом деле говорят. Because they also know that what they reply to you should be truthful, should be beneficial, and should be pleasing to hear. Потому что те, кому ты служишь, они также знают о том, что речь должна быть правдивой, полезной, truthful, beneficial, and whatever you say to somebody should be truthful, beneficial, not just useless talk, truthful, beneficial, and pleasing to hear. То, что ты и мы все произносим вообще, слова, которые мы произносим, речь должна обладать тремя качествами. Правдивость, beneficial, значит полезность, то есть она должна быть полезна для слушающего, приносить какой-то benefit, да. И третье, она должна быть приятной на слух тому, кому. But then your sincere inquiry to he or those that you are serving, and if they're not satisfied, they will express it to you in a truthful way, but in a beneficial way and something pleasing. In other words, they'll probably say to you, well, this aspect can be improved in this way, or it will be even better if you do like this. Допустим, если ты искренне спросишь у того, кому ты служишь, удовлетворены ли твои служения, они, соответственно, ответят правдиво, но при этом полезно для тебя и приятно на твой слух. И, значит, они могут, например, сказать, вот эти аспекты, вот эти моменты можно улучшить, а вот здесь вот как бы нормально. But one thing I can say, when we were with Guru Maharaj, when we were with Gurudev, we can, pretty much immediately understand it, pleasing or not. Когда мы были с Гуру Махараджем или Гурудевом, мы, как правило, сразу понимали, удовлетворены они или нет. And we get to know their nature, so then you can feel, you realize, oh, this won't be happy for him, this will be happy. So then we're adjusting the small things and the big things in that line. Со временем мы просто начали понимать лучше их природу, поэтому мы просто как бы начинали уже чувствовать, что им понравится, что нет, и просто старались приспособиться. So we should try to know the nature of who we are serving. Поэтому мы должны постараться узнать природу того, кому мы служим.
наших гуру и наших вайшнавов, наших старших преданных. Did you have another question? У вас другой вопрос? Правдивость, что значит правдивость? What is truthfulness? Что у каждого человека как бы внутри своя правда. Because it's different for everybody. Everyone has their own truth. Well, Yudhisthira Maharaj Yudhisthira, Махарадж Юдхиштхира, he was the emblem of truthfulness. он был воплощением правдивости. So much so that his chariot, his motor car, in those days a chariot with nice horses, elegant, it did not touch the ground. The wheels did not touch the ground. Колеса и его колесницы не касались земли. Due to his truthfulness. Потом из-за его правдивости. But one day Krishna asked Yudhisthira to say something which wasn't quite what we would call truthful. Но однажды Кришна попросил Махараджа Юдхиштхиру сказать что-то, что в нашем понимании не совсем является правдивостью. But Yudhisthira Maharaj, being so fixed, very fixed, like lines in a stone, lines marked in a stone, solidly fixed in his vow of truthfulness. Он настолько был тверд и предан вот этому обету правдивости, который он дал. He couldn't bring himself to readily say what Krishna was asking him to say. Что он даже не мог произнести то, о чем его сам Кришна попросил. And then immediately his chariot went bloom and dropped to the ground. И сразу после этой ситуации его колесница просто упала на землю. Because what Krishna wants of us, that is pure truthfulness. Потому что чистой, подлинной правдивостью является то, чего от нас хочет Кришна. And many things happen in Krishna's childhood pastimes also, И также многие вещи подобные случались в детстве Кришны, which may appear contradictory. которые могут на первый взгляд показаться противоречивыми. But truthfulness will be by the standard of the devotees, of the Vaishnavas and of course Krishna. Но как бы критерием правдивости будут являться стандарты вайшнавов и самого Господа. And everywhere in Bhagavatam you see truthfulness glorified. И в очень многих местах в Шримад Бхагаватам вы можете увидеть прославление правдивости. Who knows who it was in Bhagavatam? Even as a child in play would not tell an Знаете, untruth. что за персонаж из Шримад Бхагаватам даже в детстве, во время игр, не мог приступить к правдивости? Anybody can, I'm asking, anybody can remember? Кто-нибудь знает, о ком идет речь? But by that, even as a child, in play, he won't say anything which is not true. Так или иначе, он даже в играх с детьми, когда был очень маленьким, не мог нарушить. And by that, whatever he would say must happen. Но так или иначе, то, что он произносил, непременно случалось. This kind of potency. Настолько большим потенциалом обладала его речь. And everywhere in Bhagavatam, truthfulness is glorified. И, как мы уже сказали, в многих местах Бхагаватам правдивость прославляет. Faithfulness, chastity is glorified. Также вера и честь прославляет. Control of the senses, of the mind, body and words is glorified. Также контроль тела, ума и речи прославляется. Opposite of the modern glorification. Противоположность прославлением современного мира. But it's predicted. Bhagavatam also tells us what's going to happen in Kali Yuga. When we read it, we realize, yes, what's surprising about that? We're in Kali Yuga. Но нет ничего удивительного, потому что в Бхагаватам уже все это было предсказано, что будет происходить в Кали-югу. И сейчас мы просто наблюдаем то, что уже было сказано. And actually the Brahmins, the actual, not caste, no, we're not talking about caste Brahmin, we're talking about Brahmin qualified persons. The first quality of a Brahmin is that he is truthful. И первым качеством брамана является правдивость. Мы не говорим о касте браманов, а о квалифицированных браманах. Первое их качество – это правдивость. Truth, truthfulness, cleanliness,
all these good qualities. Первая правдивость, чистота, Cleanliness of body, cleanliness of mind. чистота тела, чистота ума. Bhagavatam is very special, but it's very long. Бхагаватам это очень особенное писание, но при этом очень длинное. And we will get the message of Bhagavatam by the books and lectures of Gurudev and Guru Maharaj and Srila Prabhupada. Но мы можем понять и услышать о послании Шримад Бхагаватам в лекциях, книгах Гуру Махараджа и Гурудева. And Sri Chaitanya Charitamrita. И также Шри Чайтанья Чаритамрита. Chaitanya Charitamrita, it's our very important scripture book. Читание Чаритамрита это очень-очень важное писание для нас. Our friend, Наш really. друг, наш подлинный друг. But so many books are our friend, but consistently to go through Chaitanya Charitamrita and preferably with the devotees, it is very, very good for us. Очень многие книги являются нашими друзьями, но постоянное, непрерывное следование по читанию Чаритамрити в обществе преданных очень рекомендовано. But then again, if you read Home Comfort, if you read original source, small and small, whenever we read those, we think, yes, here it is. Но если мы, возвращаясь к этим книгам, «Домашний уют» и «Изначальный источник», но также, прочитав их, можем обнаружить, что в них все есть. Now, who can we engage to translate original source? Итак, встает вопрос, кого же мы можем задействовать в переводе original source, изначального источника этой книги. It's so small. Первая книга есть в аудио. She says that the first book maybe is available in audio. It is. It's the question to Peter. He's the one. The actual full title is In Search of the Original На самом Source. деле полное название это In Search of the Original Source. Это значит в поиске изначального источника. Anyhow, Как это значит? what you are doing is the essence of the teaching, associating together, chanting the holy names together, and discussing and reading the books that we've just been mentioning, the books of Gurudev, Guru Maharaj, getting our knowledge from authorized place. То, что вы уже делаете, это является сутью послания Шримад Бхагаватам, наших книг, наших учителей. Это совместное воспевание святых имен, обсуждение игр Господа, собирание, совместные собрания, ну, в общем, процесс, который дал нашими учителями. So please continue Поэтому, пожалуйста, просто продолжайте. happily. Счастливо. Jai Srila Bhakti Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Srila Guru Maharaj Srila Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Hari Hare Nama Krishna Yadavaya Namaha.